Для современного мира больше не играет важной роли страна, в которой ты родился. Активному человеку, обладающему знаниями и умениями, вовсе не обязательно соглашаться на низкооплачиваемую работу в собственной державе. Можно поискать более привлекательные варианты за границей. Долгое время лидером по количеству трудовых мигрантов были развиты европейские страны и США. Именно сюда стекались граждане более бедных держав в поисках лучшей жизни, работы с приличной зарплатой. Большинство из них желало остаться навсегда в государстве своей мечты, не желая возвращаться к себе на родину. И Европа, и США давали возможность многим иностранцам получить гражданство, пока ситуация не начала изменяться в сторону ущемления прав местных жителей. Эти страны уже длительное время перестали быть объектом повышенного внимания у трудовых мигрантов, потому что на арене появился новый игрок – Объединенные Арабские Эмираты. И эта страна, а точнее один из ее регионов, Дубай, пользуется огромной популярностью у тех, кто желает сменить место жительства. Дубай действительно универсальный край, поскольку здесь могут реализовать себя как предприниматели, так и трудовые мигранты. Количество иностранцев, желающих эмигрировать в Дубай, столь велико, что сегодня соотношение экспатов и локалов здесь довольно необычное – 85% на 15%. И тому есть причины, поскольку Дубай обладает множеством преимуществ по сравнению с другими регионами, хотя имеет и большие недостатки. Про позитивные стороны этой страны, и в частности Эмирата Дубай, мы разговаривали в предыдущем видео. Ссылочку вам оставлю в конце этого ролика. Мне часто говорят что-то вроде такого: «Круто тебе, живешь в стране, где 365 дней солнце, море и нет налогов. Идеальная страна, не то что дома. Хочу тут жить!» И представляют, как они могли бы круглосуточно лежать на пляже, пить зеленые смузи по утрам, кататься на Феррари и ужинать на яхтах. А мешки золотом падали бы прямо из космоса на них. Так вот, настало время рассказать про ту самую ложку дегтя в бочке меда, которая не дает мне возможности назвать Объединенные Эмираты самым идеальным местом для жизни. Говорить о негативных моментах всегда сложнее, чем о позитивных, но мне уже давно хотелось поделиться с вами мыслями на этот счет, так что ловите мой личный список. Я снова приветствую вас на моем канале, где я вам пытаюсь рассказывать о том, как же живут наши за рубежом. И этот выпуск у нас снова из Дубая. Сегодня в нашем выпуске я вам постараюсь показать, я бы не назвала это минусы страны, но это такого рода тонкости и нюансы, которые вам могут показаться, мягко говоря, непривычными или странными. Ну что, если вам эта тема интересна, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поехали! В нашем видео все аспекты, как обычно, я буду стараться аргументировать, либо это мое личное мнение со стороны опытного резидента. Мы жили в нескольких странах по много лет, поэтому я поделюсь с вами моим собственным мнением. Я буду вам называть пункт и дальше буду, скажем так, делить его на определенные подпункты, которых может быть довольно много, чтобы пошире раскрыть эту тему. Климат, да, он здесь довольно специфический. Я бы сказала, что 6 месяцев в году в аду попрохладнее. Но это, опять же, мое личное восприятие. То есть я не люблю особо жару. Во-первых, здесь в летние месяцы, это где-то 6 месяцев в году, с апреля по октябрь, температура примерно 40-45 градусов в тени. И, во-вторых, это влажность. Здесь очень высокая влажность, которая привносит свой дополнительный шарм в этот климат. Дальше это кондиционеры. Конечно, здесь везде будут кондиционеры, и причем они настроены на 18 градусов. Поэтому, если вы заходите с улицы, где 45 градусов, помещение, где 18, у вас могут быть проблемы с горлом, у вас могут быть проблемы с респираторными заболеваниями. Плюс, опять же, кондиционеры, конечно, не проходят здесь частые чистки, поэтому если вы астматик, если вы аллергик, у вас могут быть здесь сложности. Следующий подпункт в климате – это у нас акклиматизация. Это тоже довольно тонкий момент, который каждый воспринимает по-своему. У меня здесь довольно долго проходила акклиматизация. Здесь недостаточно кислорода для меня, поэтому здесь постоянная
чувство сонливости, вам хочется спать, здесь слабость. Плюс здесь довольно-таки сомнительного качества вода, в которой вы принимаете душ, поэтому в основном у многих идут, конечно, сложности с волосами, состоянием кожи. Здесь никто не пьет воду из-под крана, здесь вся питьевая вода это бутилированная, но в душевые часто ставят фильтровые системы, которые немного улучшают качество воды. Плюс, если вы любители, конечно, принимать прохладный душ, это не про эту страну, здесь этого практически нет. Если вы только рано утром встанете, вы можете застать прохладную воду в кране. В кране с холодной водой, кстати. Вот. Следующий пункт – это мигрени, которые здесь тоже очень многих жалуются. Плюс, если вы живете на высотных этажах, это боль в ушах, мигрени, вот как я говорила, и такое вот специфическое состояние. К нему можно привыкнуть, вот, но на это потребуется определенное время. Здесь очень редкие дожди. В последнее время их стали искусственно вызывать, но опять же, в дождь здесь очень странное происходит на дорогах. Здесь сразу появляются пробки, здесь все затоплено. То есть соливная система здесь не самым разумным образом сделана. Это вот тоже особая специфика местного климата. Следующий пункт – это песчаные бури. Да, это, конечно, в первое время это очень интересно и непривычно, когда все в такой дымке. Из-за этого очень сложно дышать, потому что в воздухе очень много песка. Плюс это, конечно, сказывается на чистоте. То есть у вас на балконе постоянно песок и постоянная пыль, и в доме тоже. Поэтому, если вы любитель чистоты, понимаете о том, что как бы уборка у вас здесь участится в разы. Плюс, опять же, тонкости климата, это здесь довольно мало зелени, очень мало парков, здесь очень мало активити под открытым небом. Здесь очень мало что сделано для пешеходов, поэтому если вы любите пешие прогулки, эта страна не для вас. Во-первых, опять же, климат жарко, во-вторых, здесь нет пешеходных тротуаров и дорожек, то есть здесь все сделано для того, чтобы вы передвигались на автомобиле. Почему-то по сей день многие думают, что все местные жители получают зарплату в золотых слитках. Это, конечно, не так, к сожалению. Так вот, что я подразумеваю под этим понятием? Во-первых, здесь дорого жить, здесь дорогая недвижимость, покупки, если даже сравнивать с Нью-Йорком, Бангкоком и так далее. Здесь довольно дорогая аренда, то есть в среднем квартира вам обходится в $1500. Отсюда вытекает, что многие не могут себе позволить здесь отдельно жилье, поэтому такое понятие, как шеринги, когда вы живете в комнате с незнакомым вам человеком, но в дальнейшем, да, вы уже знакомитесь, вот, либо это с другом и приятелем, не в квартире, а в комнате. Так вот, это койко-место может порой достигать там до $800 в месяц. В среднем это где-то $400-500 в зависимости от условий и в зависимости от количества человек, которые проживают в квартире и в комнате. Второе, дети здесь дорогое понятие, то есть здесь не каждый может себе позволить содержать ребенка. Во-первых, здесь роды от $5000 приблизительно. Да, здесь все на страховании, но как вы знаете, что подобного рода услуги очень редко покрываются страховкой. Если у вас ребенок до школьного возраста, садик здесь обходится где-то в $1000, учитывая, что здесь очень редкие садики на целый день, то есть они в основном все на полдня. Если у вас ребенок школьного возраста, это тоже обходится где-то 40-50 тысяч дирхам в год. Плюс деток со школы здесь уже привозят где-то в 2 часа дня, поэтому если вы работаете, то у вас дополнительно еще должна быть няня. Плюс здесь есть такое понятие, что оплата на год вперед. Если вы арендуете квартиру, вы платите в основном, то есть да, есть понятие чеки, вы раскидываете эту оплату на несколько чеков, на несколько платежей, но основная часть запрашивает у вас весь платеж за год вперед. То есть вот если вам обходится квартира $1500, то за год
умножаете это на 12, вот эту сумму вам нужно выложить одним платежом. Плюс вы платите, например, на месячную аренду вашему агенту по недвижимости, вы платите различные депозиты, секьюрити, сборы и так далее, которые, конечно, кому-то возвращают, а кому-то нет. И за школу то же самое. То есть вы в основном должны заплатить за год вперед. Следующий аспект этого пункта дороговизны – это штрафы. Конечно, если вы за рулем, если вы активный пользователь автомобиля, но мне кажется, здесь нереально находиться без штрафов. Мы очень хорошо водим автомобиль, но все равно, когда вы переезжаете в новую страну и в новое место, у вас уходит определенный период времени для того, чтобы привыкнуть к трафику, к местным распорядкам, законам и так далее. То есть здесь есть такие скользкие особенности, например, везде платные парковки, к этому тоже нужно привыкнуть. Я, например, мы пару раз ловили радар на трассе, потому что здесь нет ограничения, где заканчивается город, а где начинается. Вот. Плюс здесь не бюджетная мобильная связь и интернет. То есть мобильный телефон нам обходится где-то в 350 дирхам в месяц, домашний интернет у нас обходится где-то в 450 дирхам. И это не гарантирует его хорошее качество. То есть очень раздражает то, что вы платите немалые деньги за что-то, но взамен не получаете хороших услуг. То есть, например, здесь закрыты звонки на WhatsApp, на Вайберах, на Скайпе и так далее. То есть либо вы можете пользоваться незаконно VPN, либо вы можете скачивать платные приложения. То есть то, за что вы платите большие деньги, не гарантирует вам взамен хорошее качество. Дальше, как и во многих странах, это медицина. Конечно, она здесь далеко не бюджетная. Вот здесь, например, если у вас страховка не покрывает, а она зачастую не покрывает многие пункты, например, на приеме у доктора вы должны заплатить 500 дирхам, за сдачу элементарного перечня анализов вам придется выложить около 800 дирхам. Плюс здесь очень дорогие развлечения. Во-первых, я уже не говорю о том, что здесь мало мест, в которые можно вернуться еще раз, и хочется это сделать. А во-вторых, например, элементарный вход в какое-либо развлечение в плане смотровой площадки или парк аттракционов и так далее, здесь минимум обходится в 150 дирхам на одного человека. Поэтому, например, даже с семьей выехать из 2 человек, вам это обойдется около $100. Следующий момент, это один из самых моих больных моментов, это логистика, транспорт и дороги. Я в первый год была вынуждена очень много работать с отелями, для того, чтобы мне нужно было узнать все отели, специфику, их расположение, весь продукт экскурсионный, поэтому я очень много была за рулем. И я каждый день возвращалась домой с дергающимся глазом, потому что, во-первых, несмотря на то, что у меня хорошая память, я очень быстро запоминаю дороги и направления, здесь очень тяжело передвигаться без GPS. Это в случае, если вы не едете по одному и тому же маршруту. Вот я вижу этот отель, я его прям вижу, но я не знаю, как к нему подъехать, потому что развязки здесь, на мой взгляд, не из легких. Во-вторых, опять же, эти же развязки, если ты едешь по трассе и пропустил нужный экзит, то для того, чтобы развернуться, порой приходится ехать около 5 километров, это минимум. На примере нашего дома, если мы выехали из парковки, и нам, например, мы что-то забыли и захотели вернуться домой, нам нужно объезжать круг довольно-таки приличный. Порядка 6 километров. Не должно так быть. Плюс здесь платные дороги. Еще раз я упомяну штрафы. Они здесь довольно высокие. И плюс здесь все зависит от того, в каком районе вы живете. Например, за проезд на Красный можно отдать 1000 дирхам. И в нашем районе есть места, где за проезд на Красный вы должны заплатить до 30 тысяч дирхам.
Если что, наш автомобиль стоит 15. То есть, как бы, если вы проехали на красный, ну, можно вот просто оставить автомобиль и дальше идти пешочком. Еще один нюанс – это то, что в стране находится 90% экспатов, то есть здесь приезжие из разных стран. И, конечно, у каждого разная манера вождения. Вот если вы замечали, там, да, например, вы едете в другую страну, и там люди водят по своим, ну, каким-то неписанным, негласным законам. Вот то же самое здесь. То есть эти водители привносят свои законы в местный трафик, и зачастую это не самые лучшие варианты, поэтому вы здесь постоянно должны быть бдительными. Здесь не лучшие водители в мире. Плюс здесь очень много туристов, которые, опять же, арендуют эти суперкары, не зная ни правил, ни тонкостей. Это постоянно рычащие автомобили. И если вы живете вот в таком районе, как у нас, в людном и в туристическом, то эти звуки автомобилей, несмотря на то, что здесь уже штраф даже на это, они очень сильно слышны, особенно в вечернее время. Плюс у вас постоянно в пыли автомобиль, то есть так как здесь, опять же, если вы оставляете автомобиль там под открытым небом, он очень сильно нагревается, он очень сильно пылится, благо здесь очень много мест, где можно воспользоваться мойками и так далее, но это тоже учтите. И плюс, еще раз, эта страна не для пешеходов. То есть порой даже для того, чтобы просто перейти там тот же Шейх Зайед Роуд, вам нужно идти 2 километра до станции метро, так как здесь переход вот через подобного рода автомагистрали, они проходят только на станции метро. Поэтому чем реже они находятся, тем меньше у вас шансов попасть на ту сторону. Начнем с того, что эта страна мусульманская. И не просто, скажем так, глубоко религиозная, а это страна с законами шариата, где выполняются наказания в плане там до отрубить руку и так далее. Это здесь по сей день есть. Отсюда накладываются определенные, скажем так, отпечатки на повседневную жизнь. Например, здесь, если вы не замужем, вы не имеете права занимать жилье. Одно дело, когда вы живете в отеле, а другое дело, когда вы именно вот живете в квартире. То есть по сей день, да, к этому уже легче относятся, но все равно еще довольно частые случаи, когда вас могут привлечь к ответственности за этот пункт. Если вы глубоко религиозный человек своей веры, да, вам могут показаться странными здесь моменты. Например, здесь в школах есть уроки религии. Вы можете от них отказываться, там, писать на заявление, но как факт это здесь присутствует. Далее молитвы, которые начинаются в 5 утра, и если у вас чуткий слух, и ваш дом, там, например, расположен близко к мечети, вы будете это поначалу слышать. Здесь все госучреждения требуют от вас дресс-код. Вот, например, в таком платье я не могу зайти вот все государственные заведения, меня обратно развернут, то есть обязательно должны быть покрыты плечи и одежда ниже колена. Плюс в таких же заведениях очень часто, что идет два, скажем так, разветвления: отдельно мужчины, отдельно женщины. Здесь вам могут по сей день сделать замечание, если вы обнимаетесь и, не дай бог, целуетесь на улице, то есть здесь не принято по религии показывать эти чувства на людях. Дальше следующее – это, конечно, отсутствие алкоголя. То есть оно не в прямом смысле отсутствие, то есть да, вы его здесь можете найти как в барах, на территории отеля есть определенные также алкошопы, где вы можете купить по лицензии, которая вам выдается в случае, если вы не мусульманин. Вот. Но это, конечно, будет намного дороже и, ну, скажем так, не так повсеместно. Следующий пункт – это также относительно религии, это, конечно, священный месяц Рамадан, который тоже привносит определенные нюансы. Вам нужно, если вы даже не соблюдаете пост, вам нужно проявлять уважение, и вот в месяц Рамадана вы не можете даже пить воду на улице. Дальше здесь есть понятие харам, то есть это что-то, ну, скажем так, запрет. Так вот, например, что здесь, на мой взгляд,
двоякая такая политика. То есть, например, если тату по религии здесь харам, но из серии «если сильно хочется», то можно. Поэтому здесь вы не увидите заведений там с татуажем на улице, но вы можете подпольно все-таки увидеть и магазины специализированные, и, скажем так, заведения, где вам сделают эту тату. То же самое, как проституция, которая здесь запрещена, но все-таки на улице часто можно увидеть эти визиточки раскиданные, которые, скажем так, невзначай раскидываются, их все-таки здесь же собирают, сметают, но вот это двоякое понятие, оно, каждый к нему относится по-своему. Плюс здесь, конечно, нет демократии в том плане, что правитель здесь это шейх. Здесь у каждого эмирата есть эмиры, которые, скажем так, заведуют и возглавляют весь процесс правления страной. Так вот, например, если в серии шейх взял себе определенную марку автомобиля и запретил его продажу на целый год, просто потому что он не захотел, чтобы у кого-то еще был такой автомобиль. Отличается, конечно, культура, то есть я не могу назвать эту страну светской. Здесь довольно отличаются развлечения, отличаются забавы. То есть если для местных жителей лучшее развлечение — это уехать там на пикник в пустыню, либо закрыться на частной вечеринке на вилле. Вот, мы привыкли немного к иным развлечениям, и нам их здесь, конечно, не хватает. Этот пункт я бы тоже отдельно выделила из всего перечня. Прошлый год здесь был назван годом толерантности. Я думаю, что это неспроста. Мы жили в нескольких странах, и нигде я не видела такого жуткого расизма, как здесь. То есть здесь в прямом смысле ваш паспорт определяет все. То есть вы можете работать в офисе, и на одной и той же позиции, в зависимости от паспорта и нации, люди получают разные заработные платы. То есть, например, если вы житель Индии, Пакистана, Филиппин, у вас будет одни из самых низких зарплат. Мы, славяне, идем, скажем так, в среднем звене. Если у вас паспорт, например, Канады, Англии, у вас будут довольно высокие заработные платы, комфортные условия. Если у вас паспорт UK, вам здесь открыты везде дороги и везде зеленый свет. Потому что для этих жителей, скажем так, у Эмиратов, перед ними есть по сей день моральный и финансовый, скажем так, долг, который они выплачивают. То есть эти ребята были спонсорами развития добычи нефти в стране, поэтому если у вас паспорт UK, вы здесь будете себя чувствовать очень комфортно. Например, для граждан России и Украины здесь очень сложно открыть счет в банке. Если, например, вы хотите жить здесь и приехать, то знаете, что здесь есть понятие спонсорства. То есть, например, вы как определенная ячейка общества, самостоятельная единица, не можете здесь находиться. У вас должен быть определенный спонсор обязательно. Либо это ваше место работы, либо это ваш супруг. Например, я нахожусь здесь на husband визе, то есть мой супруг является моим спонсором, а спонсором моего супруга является его место работы. Плюс здесь по сей день очень много компаний, которые забирают паспорт у сотрудника. Да, это, естественно, зависит от позиции, от занимаемой вами должности, но это по сей день здесь очень распространено. Здесь первое, на что смотрят, это на ваш паспорт. И, если честно, на мой взгляд, это очень унизительно. Еще один пункт – это, скажем так, соцзащита, бюрократия и цензура. Я думаю, что вы не слышали ни одной плохой новости про Эмираты. Вы не задумывались, почему? 90% это люди, приезжие из других стран, и зачастую это не самые развитые страны. Дальше здесь вы практически никогда не станете гражданином страны. Даже если вы вышли замуж за локала, родили ребенка, 157 лет живете в Эмиратах, это не является для вас никаким приоритетом и не дает вам гарантии о том, что вы получите гражданство. Да, есть определенные исключения, если вы внесли вклад в развитие страны, но это мы все понимаем, что это явно не мы и не вы.
Здесь отличается сам график работы, то есть привычные нами там, выходные, суббота и воскресенье здесь отсутствуют. Во-первых, здесь выходной день у основной части – это пятница. Во-вторых, здесь в основном идет 6-дневный рабочий график. В-третьих, здесь нет такого большого отпуска, к которому вы привыкли. То есть в основном компании дают через год вам отпуск в 2 недели. Этот пункт, да, это завышенные ожидания и пафос. То есть по сей день многие имеют не совсем корректное представление о данной стране. То есть все думают, что здесь огромнейшие зарплаты. У меня есть знакомые, которые работают в хоспиталити и получают $400. Вот. Плюс, опять же, у всех при звучании слова Дубай появляется картинка, вот эти вот небоскребы, стоящие у меня за спиной и так далее. Но вы должны понимать, что это всего один из нескольких достроенных, благоустроенных районов города. Плюс небоскребы здесь в основном идут вдоль основной террасы Шейх Заид, но 80% города это обычные низкие постройки, это там либо виллы, либо двухэтажные здания, но вот такого вы здесь увидите не везде. Плюс здесь относительно небольшая береговая линия. Вот эти вот пляжи роскошные, о которых все так рассказывают, их здесь не так много. Из-за этого, естественно, здесь пытаются увеличить пляжную зону и строят определенного рода архипелаги, как Пальма, Джумейра и так далее. Но вот опять же это, скажем так, вынужденная мера. И таких, скажем так, построек здесь очень много. Многие из них незавершенные. То есть здесь еще есть 2 пальмы, о которых никто не знает. Мало кто говорит о том, что на виллах на Пальме, на вот этих вот ответвлениях там идет застоявшаяся вода и не очень комфортно плавать. То есть здесь картинка не совпадает с реальностью. Например, про Эмираты очень много фейковых новостей. В плане того, что здесь проекты выдают за реальность. Здесь на все очень завышенная стоимость. Будь это отели, будь это рестораны. То есть вы платите эти деньги, за которые у вас высокие ожидания. Но на наш вкус здесь постоянно чего-то не хватает. Например, Эмираты заявляют о том, что у них самый большой аквариум в мире. И говорят об этом на всех рекламах. Но по сути, когда вы заходите в этот аквариум, он оказывается довольно-таки небольшим, мягко говоря. И выясняется, что только стекло одного из аквариумов является самым большим. Например, там Бурдж-Халифа, на которую подняться стоит там, на верхний этаж около $150. И у вас, конечно, завышенные ожидания. И когда вы поднимаетесь, и у вас есть предыдущий опыт поднятия на подобного рода высокие смотровые площадки, тоже у вас будет ожидать определенное разочарование. За большим городом, конечно, стоит стройка. И это город-стройка постоянно, 24 часа в сутки, так как здесь определенные климатические условия. То есть, например, цемент на строительстве могут заливать только ночью. Основная часть там тяжелой работы и так далее начинается только в вечернее время. И вот мы живем в довольно застроенном и законченном районе. Даже несмотря на это, у нас в окружении очень много новых проектов. Это влечет за собой шум, это влечет за собой пыль, строительный мусор и так далее. Далее, мегаполис – это, конечно, загрязненный воздух. Здесь очень много автомобилей. Кстати, здесь рынок автомобилей относительно недорогой, поэтому вот для населения здесь очень много автомобилей на дорогах. Вот шум от этих рычащих двигателей и так далее, он постоянно будет вас беспокоить. Плюс здесь многорасовость. Что для вас может быть нормой, для всех остальных это не принято. И наоборот, например, у нас очень сильно отличаются от многих наций правила гигиены.
Либо вы можете столкнуться с тем, что ваши соседи, например, жарят сельдь, и этот чудо-запах распространяется по всему коридору. Либо, например, не ждите никогда, чтобы вам уступили место в общественном транспорте. Здесь вообще чудо, если вы выйдете живым из метро. Вот обратите внимание как-нибудь, что здесь люди не ждут, пока выйдут из вагона. Они заходят первые, и те, кто выходят, они должны пробираться через толпу этих людей. То есть здесь такие вот аспекты, которые нам могут показаться немного дикими. Но имейте в виду, что и наши привычки для людей тоже могут не всегда казаться адекватными. Еще один очень странный для меня пункт, и я это отнесу тоже к вечной стройке, это то, что здесь береговая линия застроена высотками. Для меня это дико непонятно, потому что во многих странах есть закон, запрещающий высотные сооружения до определенного, скажем так, километража до воды. Здесь вы видите, что уже вполне достроенный регион начинает строить 60-100-этажные здания буквально в шаговой доступности вот на первой береговой линии, и тем самым закрывая обзор, закрывая циркуляцию воздуха. То есть здесь вот это тоже такой, на мой взгляд, не очень понятный аспект. Следующий пункт – это безопасность. Они здесь так любят говорить. В предыдущем видео про плюсы жизни в Дубае я этот пункт относила, конечно, к положительной стороне. Кстати, я вам оставлю ссылочку в конце видео. Обязательно посмотрите, это очень интересно. Нюансы. То есть, несмотря на то, что да, здесь все здорово и замечательно, вы можете выйти вечером или ночью в любое время и быть там спокойным о том, что вас никто не побеспокоит. Вы можете оставить вещи на пляже, идти купаться, развлекаться, либо что-то забыть и быть уверенным, что эта вещь там и останется. Но это мы все говорим про хорошие районы, которых здесь не так много. А также здесь есть сомнительные районы. Так вот, когда я работала по городу, я заезжала в некоторые районы Дейры и так далее. И я вам скажу честно, что во многих районах я боялась выйти из автомобиля. Я боялась его оставить, я боялась оставить какие-то вещи. То есть вы должны понимать, что неблагоприятных районов здесь тоже довольно много. Так вот, эти районы далеко не туристические, они далеко не европейские, они далеко не комфортные для жизни, там очень мало семейных пар. То есть эти районы имеют место быть, и там тоже происходят не всегда законные вещи. Еще один пункт, который я бы не вносила в список, но это такой идет отдельной красной нитью через все мое видео, это логика. Арабская логика, она довольно специфическая. Вот они пишут слева направо, вот так они и думают. То есть они отличаются от нас и думают абсолютно по-иному. Так вот, например, суть моей работы заключается в оптимизации рабочего процесса. Я вам скажу, что здесь это довольно сложно. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, давайте развиваться вместе. Переходите на другие видео, очень много подробностей и нюансов жизни наших за границей. И до встречи, пока-пока!